Муратова. С днем рождения. Хорошо, за Муратова. Шафхаузен простился с Алексеем Навальным. Я очень люблю Россию и людей. На этот вопрос я тебе отвечу, когда перейду границу. Это... Он знает. Это тогда это место? Да, это Сюда тот самый вышла. фонтан, но это такое самое оживленное место в городе, поэтому я пришла сюда, но это было поздно вечером, никого не было. И я просто прислонила Фото Алексея портрет. Навального, положил цветы. Да, и один цветочек у меня не было, все магазины были закрыты. И честно, я думала, что кто-нибудь быстренько уберет, и на следующий день я даже немножко побаивалась увидеть опять это место, потому что боялась расстроиться, что уже убрали, или еще хуже. И это был такой шок. Целая гора цветов. И потом несли люди, и свечи, и это длилось 2 недели. И власти терпели, не полиция или кто здесь ответственный за это, не убирали. И кто-то зажигал свечи, и кто-то... Я вообще не участвовала, я только принесла первый раз. Я просто каждый вечер ходила поздороваться с Алексеем, и мне становилось от этого чуть-чуть полегче. Потом в газете написали, и заголовок был «Шафхаузен простился с Алексеем Навальным». Ты знаешь, когда я впервые увидела название «Новая газета в Европа», я не помню, может быть, это было в Инстаграме или в Телеграме, у меня было такое устойчивое понимание, что «Новая газета Европа» — это люди, которые работали в «Новой газете», просто переехали из-за того, что война, преследование, и нельзя работать по-другому, и, то есть, как бы это то же самое медиа. И только много позже я узнала, что это новое медиа, у него есть главный редактор, есть зам главного редактора, и коллектив совершенно другой, правильно? Как так получилось? Ну, в нашем случае, видимо, размер или возраст наших сотрудников не позволил так, чтобы целиком переехать. Поэтому Муратов и другие сотрудники остались в России, продолжают работу там, в условиях цензуры. И удивительным образом много делают даже в этих условиях. Понятно, что они не могут освещать войну, но, тем не менее, я очень уважаю то, что они остаются и продолжают работать, они просто закрылись. А мы работаем здесь, в Европе, совершенно без цензуры, но и вне Родины. И да, мы выходцы из «Новой газеты», те, кто смогли уехать, собравшись за 2-3 дня. И терять название новое, которое было у нас в крови, мы тоже не смогли. Поэтому мы оставили это название. В конце концов, когда мы потеряли все, десятки людей, которые переехали, потеряли все практически. Осталось только имя. У нас не было ни где жить, ни где работать, ни денег, ни документов, ничего. Только вот рюкзаки, кто-то перевез там кошку, собаку. Ой, какой хорошенький. Читала твои рассказы о том, как ты познакомилась с мужем. Я так поняла, что он влюбился в тебя и в твой кофе. Вот. Поэтому давай посмотрим, что в нем такого необычного. Собственно, вот в чем я это делала, я его привезла с собой. Это ровно то, как мы познакомились, да. Латвия была самой быстрой и оперативной страной, которая вот действительно нам помогла. И им большая группа людей быстро перебралась в Латвию и не прерывая. Мы уже начали работать, пока многие люди были еще там.
Мгм. И, кстати, однажды у меня был такой шок, ну, то есть я-то уже здесь, и я, конечно, понимаю, что они переезжают, но это в их шкуру влезть и понять это по-настоящему я не могла, пока не случилось такое, что я как редактор была на связи с одной девушкой, журналисткой, мы готовили ее публикацию, там было очень много правок, мы в диалоге переписывались, и в какой-то момент, там была срочная тема военная, и в какой-то момент она мне сказала: на этот вопрос я тебе отвечу, когда перейду границу. И исчезла на несколько часов. И я в ужасе поняла, что человек покидает свою страну И пишет материал тебе. прямо в моменте. Да. И, может быть, навсегда мы же до сих пор не знаем, можем ли мы туда вернуться когда-либо. Как все равно ты чувствуешь связь с Россией, как ты заказываешь тексты из России, как ты добываешь информацию в Украине, как это все возможно? Да, у меня были страхи, что мы станем таким иммигрантским медиа, оторванным от, собственно, нашей аудитории и главного предмета, который мы описываем, главный от этих реалий, что мы начнем описывать, как устроить ребенка в детские сады в Германии или еще где-то. Ничего плохого в этом нет, но это уже другая журналистика, не та, которой мы хотели заниматься и ради которой мы уезжали. Но этого не произошло. Это для меня до сих пор большой сюрприз, но мы действительно продолжаем освещать события, которые происходят не просто в России, а в такой глубинке, в таких регионах, которые даже будучи в Москве, мы не часто ездили из Москвы туда. Мы это продолжаем. То есть у тебя есть корреспонденты, имена которых, наверное, реальные никто никогда не узнает, и которые путешествуют по России и достают тебе материалы из вот такой глуши. Да, я говорю, что журналистика в России больше не существует, ну, потому что в таких условиях, с такими законами она не может существовать. Это невозможно. Но журналисты в России продолжают существовать. И желающих рисковать, ну, как минимум, своей свободой и продолжать писать, потому что, конечно, то, что они для нас пишут, нашим государством расценивается как криминал. Однако этих людей, желающих, они не переводятся. И условия становятся все жестче и хуже, а люди продолжают писать. Кое-кого мы вынуждены были эвакуировать, когда там опасность зашкалила. Но находятся новые и заменяют их. Это, конечно, потрясающе. И вот мы даже выпустили книжку репортажи из России. И на карте тут указаны места, из которых эти репортажи сделаны. Это Ты во всех была? От Амурской области до Центральной России. То есть это очень отдаленные места. А то и это действительно уникальный такой исторический документ, это такой портрет России. Что происходит с воюющей страной внутри страны? Кто знает? Кто сейчас это знает? В России вот это опубликовать невозможно, поэтому те, кто живут в России, тоже друг про друга не знают. Я до сих пор не верю в то, что у нас есть свой собственный корреспондент в Киеве. И я ее редактор, ее зовут Ольга Мусафирова, она раньше работала для «Новой газеты». И когда мы запустили «Новую газету Европа», она стала работать с нами. На что существует «Новая газета Европа»? Хороший вопрос. Мы собираем с миру по нитке. Мы медиа в изгнании, и мы ничем не отличаемся от любого другого медиа в изгнании, которых миллион. Я была в Гамбурге в прошлом году на форуме медиа в изгнании, и я удивилась, как много стран, из которых бегут журналисты. Я в уме держала десяток стран, таких самых известных, где проблемы со свободой слова, но я не ожидала, что их в 10 раз больше.
И когда я увидела представителей стольких стран, в которых все очень плохо, что журналисты вынуждены бежать, я понимаю, какое это глобальное явление. И мы там обменивались, конечно, на таких встречах, на этом форуме и на других. Это, наверное, главный вопрос. Мы все знаем, как обходить цензуру, как обходить блокировки. Это все мы знаем лучше всех. И всегда находим способы. И мы собираем пожертвования со всего мира. У нас есть вот члены ассоциации друзей «Новой газеты Европы», есть из Австралии, есть из Америки, Канады, есть из всех европейских стран и очень много швейцарцев. Украина, Россия, а есть Донбасс и вот эти сложные территории. Как оттуда получать информацию? У нас есть один герой, это, наверное, самый ценный наш журналист, рискующий больше всех, который делает нам материалы с оккупированных территорий из Херсонской области, прежде всего, из оккупированной Херсонской области. За этого человека вот больше всего мне страшно. И я думаю, что тут мы делаем что-то, что не делает никто. С самого начала войны мы придумали такую рубрику «Херсонский дневник». Мы поняли, что чисто журналистская работа в таких условиях очень сложна, хотя и расследование у нас есть от этого корреспондента. Но самое главное — услышать голоса людей, которые остались на оккупированных территориях, что с ними происходит, что они видят своими глазами, что они думают. И вот этот «Херсонский дневник» мы публикуем в течение всего времени периодически. Вот такая ложка. Вау, супер. Чтобы много не положить. Ну, это я просто привезла Да. с собой. Ну, как вот эту джезву. Вот немножко корицы. А самое, конечно, секрет — это то, чему меня научили соседи армяне. Я жила в коммунальной квартире на Пятницкой в Москве с большой семьей армян. Вот мама армянка научила меня, что нужно обязательно щепотку соли. Круто. Да-да. Знаешь, когда люди говорят там, я вот не русский, все, мне больно быть русским, мне стыдно, это моя... Честно, мы в такой катастрофе живем, что как люди реагируют и как они ведут себя, ну, кто как может, то так ведет. Я предпочитаю отвечать за себя, и мне не хочется судить, рядить про других. Просто страшное время, и люди пытаются справляться. Я совершенно не хочу ничего прятать или от чего-то отказываться. Я очень люблю Россию и людей. И я очень тоскую, и мне ужасно больно от того, что происходит с Украиной и с Россией. И я очень тоскую от того, что я не понимаю, могу ли я туда вернуться. Но осуждать людей за какие-то другие реакции мне не хочется, потому что слишком катастрофическое время. Люди имеют право на любые реакции во время катастроф. А еще у меня была история недавно, когда я взяла интервью у украинского военного, который провел много-много-много месяцев в российском плену. Ну, конечно, это тяжелый разговор был.
очень тяжелый, когда ты выспрашиваешь еще детали, пожалуйста, и больше, и больше. Ну, по сути, чем ты занимаешься в этом интервью. Ты вытаскиваешь из человека, из которого очень трудно вытаскивать. То есть он вроде готов рассказать, но, конечно, это очень тяжело, очень болезненный материал. Его рассказывать, как его пытали так, и так, и так, и так, а еще вот так. И он говорил по одной фразе и делал паузы. И мне такого интервью в жизни не было. Мне пришлось задать ему вот ровно столько, сколько предложений в интервью, мне пришлось задать столько вопросов. То есть вот он говорит фразу и затихает. И нужно уточняющий вопрос, уточняющий. То есть просто, видимо, ему было так проще говорить, и он отвечал на это множество вопросов. Потом из этого всего я сделала какие-то куски монолога, да, но не прерывистые. Нельзя только говорить турка, когда ты с армянами общаешься. Нужно говорить джезва. Жезла. Джезва. Джезва. Да. А кофе по-армянски сурч. Сам кофе гуще будет на дне. Мгм. То есть ты не допиваешь до дна. Мгм. Ты в какой-то момент останавливаешься. И пенка такая шикарная Мгм. при этом способе. Я любитель, новичок и энтомолог. Почему ты решила ими заниматься? Как у тебя был какое-то Нечаянно. знакомство, любовь с первого взгляда? Как это возможно? Ну вот я зализывала раны от российской журналистики, от работы российским журналистом в джунглях. Приходила в себя и начала ловить жуков. Но ты сразу знала, что это, ну, я не знаю, что это долгоносик, что он представляет какой-то интерес для науки, и что ты хотела бы этим заниматься? Как это произошло? Тебе же, наверное, кто-то должен был сказать? Или... Ну да, сначала я влюбилась в длинноносого жука. Я даже не знала, что это долгоносик. Потом мне умные люди сказали, что это долгоносик. Мне понравилось имя. Угу. А потом я нашла профессора, который специализируется на именно этих долгоносиках. И под его чутким руководством и с его инструкциями я отправилась в джунгли и ловила, пока не поймала. Тут, наверное, самая интригующая для меня часть. Ну, хотя я уже как бы знаю немножечко историю, но люди, которые будут нас смотреть, которые сейчас нас смотрят, они просто не могут понять, что это, почему оно здесь, и почему оно как бы занимает так много места. Кто эти люди? Это долгоносики, новые виды долгоносиков, которых я поймала и назвала в честь Муратова, Юрия Роста и Саруханова. Муратов — это вот этот жук. Да, вот эта блондинка рыжая, это как раз наш Муратов. Новый вид. Мецисмодерис муратови. Жук! Привет, дорогой мой. Я думала о жуке. Да, я вчера очень долго думала о нашем жуке, которого зовут Мецисмодерис муратови. И мне пришла в голову вот какая штука. Почти все жуки, когда к ним кто-то приближается и топает, как слон, они откидываются с ветки и падают. И почти достигая уже земли, они выправляют крылья и не шлепаются об землю, а улетают. А наш с вами, он особенный. Он откидывается с ветки и моментально выруливает в вираж. Он очень быстрый. То есть наш жук, он даже упасть-то толком не может, не падает. И это, мне кажется, похоже на нашего жука, да? Короче, хрен им, что мы куда-то упадем. Ну, можно чуть-чуть подождать. За Муратова. С днем рождения. Хорошо, за Муратова. За то, что он у нас есть. Мне кажется, всем нам от этого хорошо.
М. Ну ничего, необычный вкус. Я читаю отрывок. Первый раз я попала в новую в детском призывном в 18-летнем возрасте на практику после первого курса. Но работать пришла уже взрослым, стрелянным 22-летним человеком. Шел 3-й год правления Путина, и за плечами у меня был уже не только университет, но и работа в закрытой этим самым Путиным газете «Сегодня». Он ведь сразу таким был. Ты уже тогда, в 22 года, знала, чего ожидать и Нет, кто конечно. такой Путин? То есть ты это пишешь сейчас, да? Ты сейчас понимаешь, что он был таким всегда? Конечно, я не могла далеко смотреть, но то, что он закрыл газеты, это было очевидно. И то, что он закрыл НТВ, и я была на площади рядом со Останкиной, где мы все поддерживали эту команду, которая уходила. Была огромная площадь, заполненная людьми. Я там была, то есть я была в самом центре всех этих событий. В этом плане, в том, что этот человек будет бороться со свободой слова и начал это делать с самого начала, в этом у меня, конечно, никаких иллюзий не было. Это было сразу видно. А потом убийство Щекочихина, а потом в 2003-м, а потом книжка Политковской в 2004-м «Путинская Россия». Она у меня есть там на полке. Она была запрещена в России, ну как, ее нельзя было издать в России, ее опубликовали на английском сначала. Но кто ее захотел внять ею? То есть прочли-то ее, наверное, многие, она была бестселлером. Но кто захотел внять этой книге и этому описанию, намного было удобнее покупать нефть. Так что нет, конечно, я не то, что там мудрый молодой человек была, но сама жизнь просто делала так, что невозможно было не увидеть этого ужаса. Ну, когда рядом с тобой убивают человека, ты уже не сможешь как-то успокоить себя, что да нет, наверное, что-то все нормально. Тебе приходится задумываться. Вот это была прямо журналистика. Это такое восхищение было, какое она вызывала в нас. Хотя она была очень простым человеком в общении, и к ней запросто можно было подойти и поговорить. Но вот это придыхание к тому, что она такой крутой журналист, оно останавливало. И жаль, потому что потом, когда я уже начала с ней общаться, я поняла, что можно было это делать намного раньше. Но при этом ты была тайным редактором ее текстов. Можешь рассказать, как так получилось? До сих пор это звучит как, да, странная история такая. Ну, когда мне было года 24 или 25, не помню, Муратов там в очередной раз пытался освежить кадры и сделал нескольких молодых людей, как я, таких, поставил их на отчасти руководящие должности или, по крайней мере, ответственные. И я стала зам шеф-редактора, а шеф-редактор был Соколов, который сейчас главный редактор, Сергей Михайлович. И он как раз редактировал самые страшные тексты нашей редакции. Все, что касалось войны, все, что касалось, ну, всего Пытки. страшного, расследования в том числе. И в тот период он, видимо, решил сделать паузу. Он сказал мне: я больше не могу, мне надо какое-то время побыть без этих текстов. И говорит: вот раз уж ты свежая кровь, давай вся Чечня, все пытки и все вот эти вот страшные вещи, убийства читаешь ты.
И в том числе это была Политковская. Прежде всего это была Политковская, тексты Политковской, которые писала в каждый номер. Очень много. Ну, это были страшные тексты, надо сказать. Она потом узнала, что ты была ее редактором? Нет. Ну, ни разу не было же никаких проблем. Да. Ты могла бы себе представить, что сегодня работаешь в швейцарском медиа с швейцарскими коллегами и делаешь работу так, как делают ее они? Мы бы все хотели работать нормально. Но, наверное, с нашей колокольни представить это пока невозможно. Мы все еще где-то там. Когда закончится война, и твои коллеги, наверняка часть из них решит вернуться, что будешь делать ты? А я не знаю. Мы так привыкли не планировать. А еще с 24 февраля у меня появилась другая привычка. Я больше не мечтаю и не представляю, что будет. Это помогает жить во время войны, когда ты не думаешь о будущем. Потому что мы, будучи реалистами, честно, нам надо работать сейчас и делать профессионально, а работа сейчас как ходить по минному полю. Будучи российским журналистом, описывать войну, которую ведет твоя страна против Украины. Как минное поле, можно очень легко ошибиться. Очень важно быть начеку, быть здесь сейчас и быть профессионалом, сфокусироваться на профессионализме, а не уноситься куда-то мыслями, что будет. Ну, это такой философский ответ, сори. Поэтому я даже и не знаю, что я буду делать. Но я знаю точно, что и мой швейцарский муж тоже очень хочет вернуться в Россию, поехать в Россию и даже, может быть, пожить в России. Ай, что? Да.